Добро пожаловать на канал Кругосветка с Третьяковой. Сегодня отправимся в Западную Сибирь. Покажу вам край нефти и газа. В этом выпуске забытая история сибирской Югры. Кто создал древнюю цивилизацию на берегу Аби и Иртыша 7000 лет назад. Покажу вам единственный в мире полностью уцелевший скелет мамонта. А это Самаровский Чугас. И доберусь туда, где знают, как правильно готовить суп из оленины. Столица сибирской Югры – город Ханты-Мансийск. Из Москвы лететь около 3 часов. Из Шереметьево у меня ночной рейс, в час вылет. Очень часто летаю, но вот в терминал Б иду впервые. Огромный построили аэропорт. В общем, оказывается, что до терминала Б добраться не так-то просто. А до него ходит еще поезд. Смотрите, здесь какая огромная очередь. Осторожно, двери закрываются. Утрамбовались. Станция Шереметьево-1. Выход к терминалу Б аэропорта Шереметьево. И это еще не все. Вот такой новый терминал в Шереметьево. Думаю, не только я одна его не видела, но и многие другие. Я думаю, что уже не 100 человек опоздала на свои самолеты из-за этого терминала. Из-за того, что добираться сюда очень долго. Смотрела погоду в Ханты-Мансийске. Там завтра плюс 23, а послезавтра плюс 8. Такой вот перепад температуры. И подруга мне посоветовала одеться по принципу капусты. Курточка, рубашка, маечка. В общем, буду раздеваться и одеваться по мере того, как будет меняться температура. У меня уже регистрация открыта на рейс. Не знаю, в каком состоянии мой чемоданчик долетит. В общем, уже разваливается на ходу. Придется все-таки от него избавляться, наверное. Ханты-Мансийский автономный округ Югра входит в состав Тюменской области. Занимает центральную часть западно-сибирской равнины. Ну что, в Ханты-Мансийске 10 градусов тепла. На самом деле достаточно приятная погода. Вот стоит автобус, сейчас повезет нас в гостиницу. Когда оказываешься в Ханты-Мансийске, нельзя сказать, что этот город поражает своей красотой. Конечно, нет. Ханты-Мансийск пережил второе рождение в 2000-е годы, когда цены на нефть резко возросли. Я сейчас нахожусь на одной из центральных улиц. У меня с правой стороны Югорский государственный университет, а с левой стороны музей геологии, нефти и газа, один из крупнейших в мире и с действительно интересными экспонатами. На первый взгляд, Ханты-Мансийск – это обшитые сайдингом 2-3-этажки еще советских времен и здания, построенные в начале 2000-х, когда цены на нефть достигли своего пика. Любителям истории и древней архитектуры город покажется стерильным и скучным, но он покоряет зелеными парками и скверами. В конце весны, начале лета Ханты-Мансийск утопает в цветах черемухи. Город у нас небольшой, красивый. Инфраструктура вся создана для детей. Не мерзнете тут? Нет, мы же сибиряки, привыкшие. Я остановилась в гостинице при центре зимних видов спорта. Здесь уютные домики, бассейны и сауна, абсолютная тишина. На территории комплекса расположены вот такие домики. Очень свежий, чистый воздух. Это крупнейший не только в России, но и в мире центр по подготовке биатлонистов. И у меня за спиной находится стрельбище. Там сейчас тренируются спортсмены. День сегодня начался очень удачно. Мне крупно повезло. Я пришла на биатлонный центр, и здесь проходит самая настоящая тренировка биатлонистов. Кто тренируется здесь? Сейчас. Сборная, мужская и юниорская. А сколько лет спортсмену? От 18 до 19.
до 29. А вы откуда? Я сам с Алтайского края. Вообще сюда заходить посторонним, конечно, категорически запрещено, потому что зона опасная, здесь могут избить и подстрелить. Но вот мне пока никто никаких замечаний не сделал, спокойно прошла. Неожиданно нашла жилище коренных народов Югры. Давайте посмотрим, что внутри. Ну, конечно, настоящее жилище делали не из брезента, как это, а из оленьих шкур. Ну, вот это скорее только от солнца защитит, от холода вряд ли. Центр зимних видов спорта находится рядом с природным парком Самаровский Чугас. И там обязательно стоит побывать. А археологический парк туда, да? Да, прямо идите направо, он будет. Спасибо. А это недалеко, и вам кажется, что далеко. Ну, тут, конечно, не просто передвигаться. Холмы, холмы, холмы. В общем, в Ханты-Мансийске все на спорте. Кто-то на великах, на роликах. Сейчас июнь, а посмотрите, что я нашла. Здесь, оказывается, сохранился еще снег. Ханты-Мансийский археологический парк, он находится на выезде, я так понимаю, из города, потому что с левой стороны остаются жилые дома, за моей спиной биатлонный центр, а впереди, собственно, сам парк. Самаровский Чугас – место обнажения древних пород, высота 60 метров. Археологические раскопки в пойме Иртыша доказывают, люди жили здесь 1000 лет назад. В эпоху плейстоцена вокруг их стоянок паслись стада мамонтов. В Западной Сибири обитали волки, дикие лошади, бизоны, шерстистые носороги, пещерные медведи, большерогие олени. В окрестностях Самарского Останца сохранился естественный уголок северной тайги с ее уникальными ландшафтами. В Ханты-Мансийске хранится единственный в мире полностью уцелевший скелет мамонта. Ему 16 тысяч лет. Один из позвонков пробит орудием, копьем или дротиком. Возможно, древние охотники применяли копьеметалки, которые многократно усиливали мощность броска. Это скелет взрослой самки. Ее вес был больше 3 тонн. А это пещерный медведь. Коренные народы Сибири считают медведя священным животным. Летописи сибирской краткой кунгурской рассказывают, что на правом берегу Иртыша, на месте Ханты-Мансийска, проходили бои дружины Ермака и князя Самара. Принято считать, что до этого момента в этих краях жили только коренные народы – ханты и манси. Однако последние открытия археологов поразили весь научный мир. Оказалось, что 7000 лет назад на территории Югры строили городища с жилыми домами и хозяйственными постройками. Уцелели фрагменты керамических сосудов и предметы быта. Дальше в выпуске шокирующие находки археологов. Жители древней Югры разбирались в астрономии и рецепт супа из оленины от сибирских хантов. Этот диск называют бронзовым зеркалом. Но обратите внимание на выпуклые точки. Есть гипотеза, что на диске обозначены звезды и созвездия. Это древнейшая в мире астрономическая карта. Похоже на диск из Небры, найденную в Германии карту с изображением Луны, Солнца и звездного скопления Плеяд. Ученые вынуждены признать, в Сибири задолго до Древнего Египта существовала развитая цивилизация. Люди жили вовсе не в вигвамах, здесь строили городища и обсерватории. В новгородской летописи 1016 года также упоминается об этих землях как о заселенных и богатых. Новгородцы хотели сделать население Югры своими данниками. Место, которое мы посещали, это по реке Тас, раскопки Мангазея, где принимали участие с нефтеюганскими археологами в раскопках как раз древнего городка, скорее всего, на Мангазее, где в слоях вечной мерзлоты ведутся раскопки. А какие находки сами вы что-то видели? Обувь, предметы быта, всякие морские, значит, принадлежности от кораблей, якоря. Еще была одна находка, которую археологи заострили внимание, это кладбище. Кладбище большое, река Тас меняет свое русло и уже подходит практически к кладбищу. Я думаю, что, наверное, в этом году оно уже начнет разрушаться.
Дальше узнаете, какую глобальную катастрофу описывают мифы народов Югры, как готовят суп из оленины и для чего делают маленькие куклы Аккань. Хотите как оберег сделать, то надо тогда вот из чагу видели? Ну, чаг, Конечно, вот, да. А это на березе, на живой березе. Перед вами жиода аметиста. Это замкнутая полость, заполненная кристаллами самоцвета. Драгоценный геологический артефакт привезли из Бразилии. Рядом уральские и сибирские самоцветы. На бакинских промыслах Российской империи первые нефтяные олигархи разбогатели как раз благодаря вот таким механизмом для бурения нефти. Ханты-Мансийский автономный округ Югра – это край нефти и природного газа. Здесь добывают 45% всей российской нефти. Югра богата не только нефтью. Здесь есть медь, серебро, золото, горный хрусталь, ведется добыча жильного кварца. Что у вас тут из сувениров самое уникальное и интересное, скажите нам? Самым большим спросом у нас пользуется магнит с колбой нефти нашей самой. Она настоящая? Или это Да? гуашь? Нет, не гуашь, это же не дефицит пока. Колбочка стеклянная, нефть настоящая. Коренные народы Югры, ханты и манси сохранили мифы о тех временах, когда эти земли были поглощены океаном. Археологи на самом деле находят многочисленные древние раковины моллюсков на территории региона. По легендам, птица Гагара достала землю со дна океана. Появился прародитель Нумтору. Он создал своих детей, богов и богинь, а те – людей. В представлении Манси Вселенная расположена на 7 мирах. Первый мир называется Йолы Тору. Самый нижний мир – это мир мертвых. Отсюда прилетают комары. Небо здесь высотой с хвост собаку. И если человек попадает в Нижнее Царство, то жить ему приходится там только ползком. Мир второй называется Ялпынма. В пространстве этом содержится жизнь. Третий мир называется Позын-Торн. Светлый мир. Это мир человека и других существ. Все миры, находящиеся после 4-го мира, недоступны и невидимы для человека. Манси верят, что у мужчин 5 душ, у женщин 4. Рядом с человеком живет множество духов, добрых и злых. Мансийские женщины столетиями делают кукол Аккань. Понадобится только шишка хвойного дерева и кусочек ткани. Чтобы в куклу не вселился злой дух, ей нельзя рисовать глаза. Посмотри сюда. Сначала вот так вот делаешь, а потом вот так. И завязываешь. Это у нас из ткани. А еще есть же из сукна, есть из меха, есть из утиного клюва, из птицы водоплавающей, есть дальше из белки. А вот эти вот можно срезать, чтобы они не мешали. Аккань не только игрушка для детей, это прежде всего мощный оберег. Хотите как оберег сделать, то надо тогда вот из чагу видели? Ну, чаг, Конечно, вот, да. А это на березе, на живой березе. А на ней вот такие тоже как чага. Его собирают и такими кусочками отрезают, и можно их сжечь. И вот куклу можно также поделать 3 раза, и тогда будет она вот как оберег. Как хорошо. Как вот всю жизнь делала. Ну, вот видите, как у нее хорошая кукла. Так же у меня вон. Неизменные и кулинарные рецепты народов Севера. А что готовите? Саламат. Это бульон из оленьего мяса. Сначала варим мясо, потом, когда оно уже часика 3, наверное, вот так примерно, когда оно уже от костей отходит, достаем, мелко рубим, спускаем снова в котел и добавляем маночки.
Саламат разливают по чашкам и пьют, как наваристый бульон. Хлеб выпекали в глиняных печах, сегодня таких почти не осталось. Каждая буханка получается ароматной, с хрустящей корочкой. В печке печеный хлеб. А как будет спасибо на вашем языке? Помощиба, спасибо. Переселенцы из Центральной России стали строить на территории Югры деревянные дома и амбары. Это амбар. Он ни сарай, ни дом, никак тут никогда не жили. Это амбар. Тот, который предназначен для хранения зерновых и всевозможного житейского скраба, то, что в данный момент сезонно не нужен семье, допустим. Такие амбары были в каждой семье. Были коллективные амбары. Выстраивались прям целыми улицами за поселением. А какое-то село, да, откуда вы привезли Это амбар? село Сухоруково. Как бывает судьба у многих маленьких сел, людей расселили, село просто снесли. А вот амбар вот случайно остался, потому что он был за околицей, как раз на берегу реки. Посмотрите, в каждом амбаре устанавливали вот такие слеги. Мешки могут полежать и на полу, но тогда зерно могут съесть мыши. А чтобы кошка могла добраться до мышек, устанавливали вот эту конструкцию. Раньше на столе у хантов и манси всегда была рыба. В Иртыше и Оби водились осетр, стерлядь, муксун. Сегодня блюда из свежей местной рыбы не найти даже в лучших ресторанах города. Продажа черной икры запрещена. В этом контейнере 2500 мальков ценной рыбы. Они должны помочь восстановить численность осетра и стерляди в реках Югры. Лето в сибирской Югре короткое. Это зимний край с лыжами, русской баней, строганиной и согревающими напитками. С посиделками в теплых вигвамах, где можно часами слушать мудрые легенды о сотворении мира и героях, которые жили бок о бок со священными медведями и северными оленями.